Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим одну очень интересную болезнь поросят. Интересна эта болезнь тем, что встречается она намного чаще, чем гельминтозы, но принимают меры по ее устранению пока что далеко не все свиноводы. Все прекрасно понимают, что гельминтозы или глисты – это большой вред для поросят, и что если не бороться с глистами, то 30% корма будет использоваться впустую. То есть фактически каждого третьего поросенка мы будем отдавать на съедение глистам. Поэтому дегельминтизация – это вещь первостепенная и обязательная. Все это понимают и ее проводят. Что в мелких хозяйствах, что в крупных и даже в частном секторе, где содержат одну или две свиньи, хозяева тоже проводят обработку против гельминтов. Для этого и ветврач не нужен. Все уже давно усвоили, что если не провести дегельминтизацию, то есть не прогнать глистов, то свиньи хорошо расти не будут. Но очень часто так бывает, что дегельминтизацию сделали, а поросята все равно плохо едят, не хотят расти. Иногда наблюдается диарея, рвота. Причем зачастую так бывает, что сказать, что это большая проблема, как-то и нельзя. Но и отчетливо видно, что это как-то тоже не должно быть, что это тоже не есть нормально. Во многих случаях причиной данного заболевания может быть кокцидиоз поросят. Если в птицеводстве, да и в кролиководстве тоже кокцидиоз – это одна из самых первостепенных болезней и проблем, то в свиноводстве на это заболевание серьезно обратили внимание лишь лет 15-20 назад. Я не могу сказать, что об этой болезни раньше не знали и что это какое-то новое заболевание. Нет. Во всех учебниках, даже довоенных, это заболевание хорошо описано. Но сказать, что это заболевание доставляло какие-то хлопоты свиноводам, то нет, не было этого. А вот сейчас кокцидиоз – это бич современного свиноводства. И я расскажу почему. Давайте рассмотрим все по порядку. Кокцидиоз – это паразитарное заболевание, и наиболее часто оно встречается у поросят. Заболевание вызывается простейшими микроорганизмами, которые имеют очень сложный цикл развития, часть которого происходит в кишечнике свиней, а вторая часть в окружающей среде. У молодняка старшего возраста и взрослых свиней кокцидиоз протекает хронически, что может сопровождаться похудением, отсутствием привесов, могут наблюдаться поносы. Падеж от кокцидиоза бывает только среди поросят, и то достаточно редко. К кокцидиозу восприимчивы все породы свиней. Наиболее тяжело переболевают поросята с 10-дневного до 2-месячного возраста. Молодняк более старшего возраста и взрослые свиньи болеют, но в легкой форме. Переболевшие поросята длительное время остаются носителями инвазии и, как правило, становятся невосприимчивы к повторному заражению. Еще раз о цикле развития данного заболевания. Он двухступенчатый, то есть первая часть развития кокцидии происходит в кишечнике поросят, а вторая часть во внешней среде. В кишечнике свиней цикл развития кокцидии происходит в подслизистом и слизистом слое тонкого отдела кишечника, а поэтому на кокцидии воздействовать при помощи препаратов до недавнего времени было просто невозможно. То есть, если и проводили обработку против кокцидиоза свиней, то действие препаратов было направлено на те стадии, которые уже выходили в просвет кишечника. А на те стадии развития кокцидии, которые происходили в слизистом и подслизистом слое кишечника, никакого действия не было. Если же действовать более высокими концентрациями препаратов, то скорее можно было отравить самого поросенка, чем уничтожить кокцидию. Это была первая сложность. А вторая сложность борьбы с данным заболеванием в том, что выделяемые из кишечника ooцисты очень устойчивы во внешней среде, и далеко не каждым дезинфектантом их можно было уничтожить. При развитии кокцидии в подслизистом и слизистом слое кишечника происходит катаральное или геморрагическое воспаление тонкого отдела кишечника и полное разрушение слизистой оболочки. Дальше это воспаление переходит и на толстый кишечник. Понятно, что при этом нарушается всасывание питательных веществ, поросята худеют и поносят. Если слизистая кишечника изъязвляется, то через эти язвы проникают другие бактериальные инфекции, которые усиливают тяжесть протекания кокцидиоза. Более того, обычно, когда видят, что поросенок поносит, то всегда дают какие-то антибактериальные препараты. Привыкли мы так, что антибактериальные препараты – это препараты первого выбора при поносе. И если мы куда-то едем и берем таблетки от поноса для себя, то, как правило, все это антибактериальные препараты. И если мы видим понос у поросят, то тоже даем какие-то антиинфекционные препараты. Это всегда сглаживает картину заболевания кокцидиозом, так как антибиотики или другое антибактериальное средство убивает эти вторично наслоившиеся бактерии.
Понос при этом уменьшается, но полностью не исчезает, ведь на развитие кокцидиоза эти препараты не оказывают никакого влияния. А раз так, то процесс разрушения кишечника поросенка будет идти и дальше, и процесс развития вторичной микрофлоры тоже будет продолжаться. Вся сложность кокцидиоза поросят в том, что болезнь зачастую протекает не очень заметно. Ведь и сильный понос, отказ от корма, рвота и тем более смертность – все это характерно для острого течения данного заболевания. И если бы такая клиника была всегда, то никаких сложностей с диагностикой не было бы. И чтобы это определить, то и ветврачом не надо было бы быть. Книжку прочитал и все ясно и понятно, причина установлена. В реальной жизни, и это касается не только эмериоза и изоспороза поросят, болезни протекают в смазанной или бессимптомной форме. Ну, немножко поносят поросята, причем не все, а так, пару-тройка с помета. Некоторые поросята вес набирают не так быстро, как бы хотелось, а вернее не так быстро, как должны. Увидели понос, пролечили, как бы и лучше стало, но полностью понос так и не вылечили, да и с аппетитом все равно какие-то проблемы остались, едят не так, как надо. В результате вот такого скрытого течения заболевания поросята доходят до отъема в меньшем весе. Если у поросят есть кокцидиоз, то они набирают от 500 граммов до 1 килограмма. Для отъемного возраста это очень много. Отъем сделали, поросята опять запоносили. Первое, что приходит в голову, так это то, что, наверное, это как-то связано с тем, что это стресс для поросят, что, наверное, это смена корма, а может быть и качество корма не совсем хорошее, да много чего приходит в голову. И по закону подлости очень часто в голову приходит то, что в действительности не есть главной причиной. А причиной в данном случае с очень большой долей вероятности есть кокцидиоз. Открою вам самый главный секрет кокцидиозов. Кокцидиоз – это болезнь слабого иммунитета. У поросят он и возникает на фоне слабого иммунитета. Был бы иммунитет у поросят точно такой же, как у взрослых свиней, то мы бы об этом заболевании и не знали бы даже. Поэтому чем моложе поросенок и чем он слабее, тем ярче у него будет проявляться клиника эмериоза и изоспороза. Вот поэтому проблема кокцидиозов раньше и не стояла так остро, как сейчас. Ведь раньше иммунитет поросят был сильнее, чем у нынешних поросят. Все это связано с тем, что современная генетика направлена на достижение высоких производственных показателей. Продуктивность стала выше, но иммунитет современных поросят стал значительно ниже. Это и есть расплата за более высокие продуктивные качества свиней. А если на генетику накладываются еще и другие факторы, как-то кормление или, например, произошел перепад температуры, к чему поросята очень чувствительны, то сразу же на этом фоне вылезает и кокцидиоз. Не все так печально. Современные средства позволяют успешно бороться с кокцидиозом. Что надо знать, чтобы успешно это делать? Первое. Кокцидиоз – это очень распространенная проблема. Он регистрируется практически во всех хозяйствах всего мира. Например, в США кокцидиозом поражено около 90-100% хозяйств. В Европе около 70%. В Китае где-то на уровне 65%. В России есть данные, что 25%. Я вам скажу так, что если где-то кокцидиоз и не регистрируется, то это не значит, что его там нет. Это значит только одно. Это значит, что его там плохо искали. Поэтому здесь выход только один. Надо проводить профилактику. Благо сейчас это совсем не сложно. При помощи препаратов на основе тольтразурила можно эффективно это делать. Препаратов с таким действующим веществом и именно для поросят сейчас очень много. Есть еще и другие препараты от кокцидиоза, но тольтразурил самый эффективный. Тольтразурил действует разрушающе на все стадии кокцидий. Применяет препараты на основе тольтразурила с лечебной и профилактической целью однократно на 3-5 день жизни поросенка. Следует помнить, что источником заражения кокцидиями являются инвазированные супоросные и подсосные свиноматки, а также окружающая среда, зараженная ooцистами. Чем выше интенсивность инвазии у свиноматки, тем выше она и у подсосных поросят. То есть развитие кокцидий у свиноматок – это явление обычное. Клинически у свиноматок болезнь никак не проявляется. Но свиноматки постоянно выделяют во внешнюю среду ooцисты, что и служит источником заражения поросят. Поэтому наряду с обработкой поросят для успешного контроля кокцидиоза необходимо проводить химиопрофилактику свиноматок. Свиноматкам в период супоросности назначают препараты от кокцидиоза. Таких препаратов тоже очень много. Поэтому я не буду останавливаться на них. Можно применять практически любой из существующих на рынке кокцидиостатиков. Это не принципиально.
Также эти препараты применяют свиноматкам и в первые 10 суток после опороса. Все это делается для того, чтобы свиноматки во внешнюю среду не выделяли oocyst и не заражали поросят. Ведь сила заражения поросят зависит от количества заглатываемых ими oocyst. Ooцисты очень устойчивы во внешней среде, поэтому необходимо постоянно очищать помещения и выгульные площадки от навоза и проводить дезинфекцию. Выбор препаратов для дезинфекции тоже очень широкий, начиная от едкого натра и заканчивая современными средствами. Их тоже вагон и маленькая тележка. Дезинфектанты должны быть эффективными, безопасными, иметь хорошую растворимость и стабильность, не портить обрабатываемые поверхности. И идеально, чтобы ими можно было обрабатывать и в присутствии животных. Как видим, несмотря на то, что кокцидиоз достаточно сложно уничтожить насовсем, его можно достаточно легко контролировать. Есть все необходимые препараты и средства для его контроля. Сразу же возникает вопрос, так а что сложно? А самое сложное — это осознать, что кокцидиоз — это всегда существующая проблема для поросят. Всегда. Как в случае с гельминтозами, мы же не думаем, а есть ли у свиней глисты, а просто берем и делаем обработку. Вот точно так же и с изоспорозом и эймериозом у поросят. Надо просто брать и обрабатывать. И если вовремя профилактировать кокцидиоз у поросят, то мало того, что вы сохраните своих поросят и достигнете лучших производственных показателей, так вам тогда легче будет устранить и другие проблемы. А их в современном свиноводстве очень много. Об этих проблемах и путях их устранения мы будем говорить в наших последующих видео, но это будет потом. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим поросятам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!